Давайте сейчас перейдем к докладу Камилы. Камила Kokot – это библиотека Гданьского технологического университета Польши. Камила, включайтесь. Hello. Сейчас, секундочку. Перед выступлением Камилы я хочу немножечко сказать о том, что Камила, ну, так же, как и я, мы входим в Европейскую сеть библиотекарей открытого образования, работаем на общественных началах там, получаем introductory там. That Tatiana and Kamila are participants of European Network for Open Educational Librarians. Но сегодняшняя тема Камилы, учитывая, что у нас уже было с вами вчера достаточно большое и глубокое общение по этому вопросу с звездами сети. Today's topics, given that yesterday we talked in detail about the stars of the network, расскажет немножко о практической работе именно в своем направлении библиотеки Гданьского технологического университета. so Kamila is going to discuss some practical issues regarding her work at Gdansk University. Пожалуйста, Камила, я просто хочу еще чуть-чуть проинструктировать, говорить с паузами, идет перевод. Well, Okay. talk with pauses because we are trying very hard indeed to translate. Okay, so now I will share my screen, okay? Yeah. Thank you. I want to add, because I was yesterday, and I want to say that yesterday discussion about open education, someone from the participants said that when open education will be education. So I think the repositories are the key to reach it, because when researchers make their articles available for everyone, they really do open education. Во-первых, хочу поблагодарить всех участников за вчерашний день, потому что я присутствовал и слышал, особенно презентацию участников Европейской ассоциации библиотекарей открытого образования. И там был очень интересный вопрос, кто-то из участников задал, о том, что а когда открытое образование станет просто образованием? Так вот, библиотечные репозитарии – это прекрасный ресурс для того, чтобы избавиться от этого деления. Потому что когда ученый помещает свою работу в открытый доступ, это и есть один шаг вперед для того, чтобы не было разделения между открытыми ресурсами и закрытыми, чтобы это была общая одна база данных. Okay, so before I will talk about our institutional repository, I will say about, okay, I will say about Most Wiedzy, the Bridge of Knowledge platform in general. So this is, okay, now it's time for you. Прежде чем я расскажу о репозитории в Гданьском университете, я вообще расскажу о платформе, условно переводится «мост к знаниям», о общей платформе, на которой строится наша деятельность. Мост к знаниям. Bridge of Knowledge was officially launched in the beginning of September 2017. Эта платформа еще в 2017 году была официально запущена. It is a platform which integrates data from many different databases. Это платформа, которая интегрирует ресурсы из многих баз данных. It includes information about publications, inventions, and patents. Это платформа, которая объединяет информацию про издания, патенты, лицензии. And also it is institutional repository. И также используется как академический репозитарий. A very important feature of this platform is the scientific profile module.
Важная характерная черта, особенность этой платформы – это профиль ученого. Yes, very good name, thank you. Academics have a place where they can present their research and achievements. У каждого ученого есть возможность на этой платформе презентовать себя, свою биографию и свои достижения. Here we can find information about organizations, projects and teaching. Здесь можно разместить информацию о своем членстве в любых организациях и о том, что преподается. Here we can have direct links to her or his profiles on other services like ResearchGate and ORCID. Отсюда идут прямые ссылки на другие сообщества ученых, таких как ResearchGate. Yes, users have also access to the scientific outputs like thousands of articles and datasets. На этой же платформе есть консолидированная информация о общем количестве публикаций или изобретений. And many of them are available in full text for everyone. И большинство публикаций доступны в полной форме, в открытом доступе. Our researchers have one tool to register their articles and upload them into the institutional repository. Это прекрасная возможность для любого ученого сразу всю информацию о себе и своих публикациях загрузить в одно место. Scientists can choose the license among Creative Commons, copyright and no permission. Также можно поставить на собственную публикацию любой вид лицензии, то есть в открытом доступе, на правах открытого распространения или в закрытом доступе. And together with bibliographical information, they can attach the full text. И вместе со ссылками можно и подсоединить, можно предоставить и полный текст. Very often during this uploading, they choose let the librarians check the publisher's policy option. Также есть интересная опция, когда размещают ученые свои статьи, узнать у библиотекаря, каковы требования редакции, которая печатает эту статью. And in many cases, approximately 90%, they choose this last possibility. И более чем 90% ученые выбирают эту опцию, чтобы библиотекарь проверил условия лицензирования в издательстве. So in my work, I always check the publisher's policy. Я лично сама всегда проверяю, каковы условия распространения информации издательством. Because I want to be sure that everything is correct. Для меня принципиально важно, чтобы вот все было как по иголочке, чтобы все было правильно. When I start checking the publisher's policy, I always go on journal website. This is the first example. Первый пример того, что я делаю, я сразу же захожу на сайт журнала, который издается этим издательством. If I don't find information, I check Sherpa Romeo website or Directory of Open Access website, because this website shows publishers' policy and open access self-archiving options. Если нет точной информации в издательской политике журнала, тогда я консультируюсь с базами данных Sherpa или ДОАЭК, то есть список журналов в открытом доступе, потому что они именно указывают в своих списках, какова редакционная политика в отношении распространения материалов.
If I don't find any information on the journal's website, Sherpa Romeo and Directory of Open Access Journals, I always send an email and I ask about permission to add full text to our repository. Но если я все равно не могу найти информацию, я тогда прямиком пишу письмо по электронной почте в издательство для того, что и спрашиваю прямо разрешение, можно ли ту статью, которую они опубликовали, разместить в нашем репозитории в открытом доступе. I always ask about licenses and procedures. Всегда информация должна быть о лицензировании и о правильных процедурах легальных. Very often, more than 60% of answers, I get permission with an additional information about specific Creative Commons license. So it's worth to ask for permission. В большинстве случаев я получаю информацию о редакционной издательской политике, и это доказывает, как правильно всегда задавать вопросы этих. Working with our researchers, it's a big challenge because it's very often that they don't know the benefits of open access publication model. Ну, знаете, работать с нашими учеными не сладко, потому что многие сомневаются в преимуществах публикаций, которые размещаются на условиях открытого доступа. They also don't know their own as an author's rights. Они также, ну, многие ученые даже не подозревают о своих собственных правах в рамках этой модели. They don't know which repository is the most suitable for their discipline or type of the publication. Нет также точной информации, какая именно база данных, какой репозиторий будет самый лучший для именно специфического труда ученого. And they are unsure about copyright and licensing, and they don't know where they can find information about publishers' policy. Ну, полный кавардак с авторскими правами, и ученые даже не подозревают, а где точную информацию обо всем этом можно найти. Another service instead of institutional repository, which is provided in our library, is the first in Poland database of copyright and open access self-archiving policy for Polish journals, scientific Polish journals. Вот то, что мы делаем первые в Польше, это на нашем веб-сайте есть полная информация обо всех видах архивирования и правах и юридических возможностях, которые те или иные базы данных предоставляют. Это консолидированная информация, больше такой нигде нет. Why we start to create this database? Because during our work with researchers, editors, and publishers, we have noticed a lack of knowledge in a field of copyright and open access policy. Почему мы начали всю эту работу? Потому что когда мы работали с учеными и исследователями, то обнаружили большие пробелы вот в знаниях именно по использованию авторских прав и вообще по легализации своих произведений. That's why we have decided to create database similar to Sherpa Romeo, which I mentioned before, but for Polish journals. And this database start in the end of 2018. И поэтому в 2018 году мы начали составлять полную классификацию польских журналов, подобно той классификации, которая используется Sherpa Romeo. Why I'm talking about this database? Because it is a part of Bridge of Knowledge platform. Я говорю об этом, потому что это является частью общей платформы «Мостик к знаниям». Currently, almost 1,400 titles, Polish journals, are registered in our database.
Сейчас у нас уже зарегистрировано в нашей базе данных 1400 польских журналов. For comparison, there are 400 Polish titles registered in Sherpa Romeo. So as you can see, it's a big difference. А в Sherpa Romeo зарегистрирован сейчас только 400. Понимаете, насколько мы лучше? I want to add that this database for Polish scientific journals is free to all. Journals can join the project without any charges. И, кстати, любой польский научный журнал может присоединиться к нашей базе данных, к нашей гигантской базе данных бесплатно. The editors can submit the journal via registration form. Естественно, есть регистрационная форма для редакторов журналов. They can also contact with us, with library. Можно с библиотекой, можно напрямую с нами договариваться. But most of the time, librarians register journals by themselves. Ну, чаще всего библиотекари сами регистрируют журналы в базе данных. Okay, on this slide, you can see the general information which we are gathering in our database. Вот слайд показывает, какую информацию мы размещаем в своей базе данных. Первое – это общая информация. General information like title, like publisher's name, or links to the homepage. Общая информация, включая прямые ссылки на титульную страницу журнала. Another very important information, because it is connected with Plan S requirements, it's about publishing model. We have, okay. Следующий пункт очень важный – это издательская модель. Это очень важный пункт для того, чтобы понять, как и на каких условиях публиковать работу. We have 4 models: open access, hybrid transformative, and traditional. Есть 4 модели распространения изданий. Это традиционная, open access, то есть открытый доступ, и гибридные модели. And the biggest section about self-archiving policy, for example, which article version author can archive and where. Самая важная и самая объемная часть этого аспекта нашей базы данных – это политика открытого доступа, абсолютно все детали того, как размещать, где и какую именно статью из тех, что есть, может разместить ученых, на каких условиях. Data sharing policy, if a given journal has such a policy. Важно тут указать, какая стратегия распространения у журнала, где опубликована та или иная работа. I think the most important is the type of license used by the journal. Ну, самое главное, тип лицензирования на распространение материалов, которые используются данным журналом. And about article processing charges, if also a journal has such option. Важная очень информация – это стоимость статьи, берется ли вообще плата за статью, и сколько платит автор, если используется свободная лицензия. So I hope, as you can see, this information can be useful for researchers who want to deposit their article in a repository, and for us, for librarians who are involved in developing institutional repositories. То, что я сказала, подчеркивает 2 важнейших роли университетской библиотеки, как репозиторий, точнее, да, репозитарий. По-украински репозитарий, по-белорусски репозиторий.
ну я по-белорусски, репозиторий. Репозиторий для ученых и база данных для библиотек, получается полная картина информации собирается. Tatiana, thank you for your help. Татьяна, спасибо большое. So every repository has no value if the authors won't archive their articles or they don't use it. Отличительная особенность каждого репозитария – это архивируются ли там статьи или нет. So that's why we are constantly promoting our Bridge of Knowledge platform. Мы постоянно занимаемся продвижением своей платформы «Мостик знания». Our library organize regular trainings for whole faculty and university. Сейчас я расскажу о том, как мы проводим образовательные программы для библиотекарей на вузовском и факультетском уровне. During these trainings, we inform about authors' rights and publishers' open access policy and where academics can find information about that. На тренингах для ученых мы рассказываем, где можно получить информацию о видах лицензирования и какие виды издательских моделей вообще существуют. We also organize Bridge of Knowledge Open Days. У нас есть еще интересная программа «Открытые дни» платформы «Мостик знания». And Pomeranian Open Science Conference, which gather librarians and researchers together. И конференция по открытой науке в Померании, на которой мы собираем и ученых, и библиотекарей. 4 editions of the Open Science Conference took place so far. Уже целых 2 конференции прошло. And this year the event was held online, but I hope next time we will meet in person. В этом году, конечно, онлайн проводилось, но в следующем году, вот есть у меня чуйка, будет уже физическая конференция. And I want to say that you all are invited, are welcome to take part in our conference. Я использую эту возможность, чтобы пригласить всех до единого на нашу конференцию. It's free and probably you can come to us or maybe online too. We will see. Причем мы посмотрим, возможно, вы прямо к нам как туристы, ну а если онлайн, то онлайн встретимся. And another thing what I want to say and show you, it's how we promote and support our teachers in social media. Especially on Twitter. Еще я хочу рассказать, как мы нашу деятельность, нашей платформы «Мостик знаниям» продвигаем в социальных сетях и в частности в Твиттере. Every time a new data set or full text appears in the repository, we tweet about it. Как только появляется какое-то новое название или новая статья в нашей базе данных, мы сразу об этом сообщаем. Our tweets are custom made and we add hashtags, which are keywords from the publication. И как хэштеги мы используем ключевые слова из научных публикаций. So this is all from me. As I said, it was the last thing what I want to say. So if you have any question, feel free to ask or you can send an email. Thank you very much. Если есть вопросы, можно задать, можно написать по электронной почте. Спасибо, Камила. Thank you, Camila. Thank you very much. Она актуальна и... The topic is relevant for us too.
украинских университетских библиотек и для университетских библиотек Беларуси и Казахстана. For universities in Ukraine, in the Republic of Belarus, and in the Republic of Kazakhstan as well. Мы, безусловно, продолжим с вами коммуникацию. We will be communicating to you. Yes. I want to add that this conference was very interesting for me because yesterday I could see that you do very similar thing like us. So it's good to know because we can share our experiences. So yes, feel free and you can contact with me. Tatiana, you have directly contact. so I think soon we can do something together maybe. Мне так приятно, я вчера слушала и видела вас, оказалось, что мы-то делаем все одинаково, поэтому мы же можем обмениваться впечатлениями, поэтому все к нам, с Татьяной у нас прямой контакт, ну а так вообще давайте дружить. Thank you. Спасибо, Камила, я еще хочу передать слово Инне. The floor is taken by Inna. Спасибо большое, Камила. Действительно, правильно делаем, мы все одно дело. We do share common things. We do with joint activities.